1 тонна или 1000 килограмм – это вес среднего автомобиля. Представьте себе, в нашем мире существуют грузовики, способные поднять 100, 200 и даже 500 таких автомобилей сразу. Эти монстры имеют исполинские габариты и мощную техническую начинку. Ну а кто из них считается самым сильным на нашей планете, вы узнаете в конце ролика. Приятного просмотра! Самые внушительные грузовые автомобили, как правило, создавались для работы на карьерах. И пик разнообразия таких моделей пришелся на середину 20 века. До и после Второй мировой войны было создано немало впечатляющих экземпляров, которые заслуживают отдельного рассмотрения. Расскажем про некоторые из них. В начале прошлого столетия возникла фирма Euclid, которая практически сразу же занялась разработкой специальной карьерной техники. Настоящим шедевром этой компании стал автомобиль, выпущенный в 1952 году, модель Western 80. Сначала она ничем не отличалась от обычных трехосников с самосвальным кузовом. Грузовик с 3 наборами колес, распределенными по всей длине автомобиля. Однако практически сразу же компания Euclid решила модифицировать модель, создать на ее основе особый автопоезд для строительства плотины. Грузоподъемность улучшенного Western 80 оценивается по некоторым данным в 120-150 тонн. Кроме того, отличительной особенностью этого грузовика являются 2 дизельных двигателя. Сначала это были двигатели Cummins мощностью 375 лошадиных сил каждый, а затем их заменили на более мощные GM по 425 лошадиных сил. На кадре вы можете увидеть необычное расположение выхлопных труб, которые выходят прямо из-под капота. Такое инженерное решение было выбрано не случайно. Это помогло улучшить циркуляцию воздуха в двигателе, предотвратило возможные повреждения труб, связанные с движением по неровным поверхностям. Доподлинно неизвестно, сколько таких машин было выпущено. А вот в случае следующего гиганта все однозначно. Существует лишь один такой экземпляр. Модель Euclid LLD вдохновила инженеров на создание более разностороннего и выносливого тягача, предназначенного для широкого спектра задач. T-Rex 3319 Titan – грузовик с мощными параметрами, выпущенный в 1973 году. Его размеры 20 метров в длину, 8 в ширину и 7 в высоту. Собственный вес – 228 тонн. При этом всем Titan также мог перевозить на своем борту не менее 320 тонн груза. Техническая составляющая этого гиганта также не оставит вас равнодушными. Он использовал двигатель тепловоза объемом 169 литров и мощностью целых 3300 лошадиных сил, а его трансмиссия включала 4 мотор-колеса, что стало традиционным решением для карьерных самосвалов на многие годы. Электропривод руководил и рулевым управлением, причем поворотными на небольшой градус были выполнены и колеса задней оси. Titan работал до начала 90-х годов, после чего был отреставрирован и установлен в Канаде как памятник, напоминая о своей беспрецедентной работе в карьерах. До конца 90-х T-Rex 3319 оставался самым крупным и мощным карьерным автомобилем, несмотря на то, что разные производители создавали новых монстров. Но никому не удавалось побить рекорд Титана, пока на рынке не появилась следующая модель. К концу 20 века компания Caterpillar наконец смогла побить предыдущий рекорд по грузоподъемности. Модель Caterpillar 797 разрабатывалась для использования в горнодобывающей промышленности, проектировалась для перевозки огромных грузов и потому обладала поистине мощными характеристиками. В первую очередь, гигантский грузовик размерами 14,5 метров в длину, 9 в ширину и 7 в высоту был оснащен 2 дизельными моторами V12 общим объемом 106 литров и мощностью 3400 лошадиных сил. А в 2002 году в модернизированной версии мощность и вовсе достигла 3550 лошадиных сил. Уже тогда машина могла поднимать вес в 345 тонн, но инженерам такие характеристики показались недостаточными, а потому в скором времени
Уже в конце 2008 года появилась модель 797 с приставкой F. Здесь снова был заменен двигатель. В этот раз на 20-цилиндровый дизель с системой Common Rail, что увеличило мощность до 4000 лошадиных сил и позволило сократить количество используемого топлива благодаря повышенной эффективности. Грузоподъемность достигла 363 тонн, что стало новым рекордом на тот момент. Кстати, иногда в интернете можно встретить информацию о грузоподъемности Caterpillar 797F в 400 тонн, но это лишь недоразумение. Просто в США используют так называемые «короткие тонны», которые на 93 килограмма меньше наших. Но соревнование гигантов в мире карьерников на этом не завершилось. Кроме того, будет неправильно не упомянуть другие модели, вышедшие примерно в те же годы, что и знаменитый Caterpillar 797. Так, в 2007 году БелАЗ представил модель 75600 с огромным 78-литровым двигателем мощностью 3500 лошадиных сил и грузоподъемностью до 320 тонн. А в 2010 году появилась версия и вовсе до 360 тонн. Компания Komatsu также не отставала от конкурентов. Модель 960E имела дизельный мотор на 3500 сил, работающий в паре с двумя электромоторами. Грузить на этого монстра можно было 327 тонн материала. T-Rex Unit Rig MT6300 AC, хоть и с отставанием, но в конце 2000-х вошел в игру с грузоподъемностью 363 тонны и мощным 20-цилиндровым дизелем MTU, выдающим 3750 лошадиных сил. Рекорд был побит в 2016 году компанией Komatsu. Модель 980E4 оказалась способна перевозить целых 369 тонн груза. Есть некоторые объединяющие черты у всех этих гигантов. В большинстве своем они, конечно же, отличаются огромным расходом ресурсов. Необходимо как минимум 500-600 литров антифриза для системы охлаждения такой машины. Расход топлива составляет 130-200 литров в час. Баки же вмещают от 3500 до 4500 литров бензина. Эти монстры имеют огромные двигатели весом в 10 тонн и колеса диаметром 4-5 метров. Представьте себе цену одного такого гиганта, если учесть, что только за колеса придется отдать сумму, равную стоимости 2 полноразмерных внедорожников. Длина перечисленных ранее моделей, как правило, не превышала отметку в 15 метров, ширина 10, высота 8. Это было закономерностью, определяемой, видимо, карьерными условиями работы. Так было до тех пор, пока в 2013 году не появился новый БелАЗ. 20,5 метров в длину, 10 в ширину и чуть более 8 в высоту. Эти размеры значительно превышают габариты средних деревенских домов. Гигант, получивший цифры 75710 в качестве названия модели, действительно одно из самых массивных транспортных средств, которые когда-либо создавались. Важнейшая характеристика модели – грузоподъемность. Он способен перевозить невероятные 450 тонн груза при собственном весе около 390 тонн. Ради рекорда для книги Гиннесса его даже однажды нагрузили в 503,3 тонны, и этот груз оказался посильным БелАЗу. Это позволяет использовать его для перевозки огромных объемов сырья и материалов в карьерах на горнодобывающих предприятиях. Чтобы обеспечить такую огромную грузоподъемность, БелАЗ 75710 оснащен мощными дизельными двигателями с мощностью более 4000 лошадиных сил в сумме. Его конструкция также предусматривает использование 6 колес с 2 передними и 4 задними осями. Этот грузовик представляет собой впечатляющий инженерный подвиг и используется в самых сложных и масштабных проектах по всему миру. Его особенности позволяют справляться с задачами, которые для большинства других грузовиков остаются непосильными. Кажется, знаменитый на весь мир БелАЗ начинает терять хватку. Относительно недавно на рынке появился настоящий конкурент для модели 75710, но о нем мы расскажем вам в конце видео. А сейчас
предлагаем вашему вниманию ряд других необычных грузовиков. Самосвалы, тягачи с прицепами – не такая уж и редкость. Такие можно увидеть даже на обычных трассах. А вот в Австралии к таким, зачастую модернизированным тягачам принято цеплять не один, не два и даже не 3 прицепа, а целых 7 и более. В 2006 году к капотному МАК там присоединили целых 112 прицепов общей массой 1300 тонн и длиной почти 1,5 километра. В настоящее время это абсолютный рекорд, занесенный в Книгу рекордов Гиннесса. Настоящий автопоезд. В истории также был один проект, сильно выбивающийся из общего ряда обычных грузовых машин. В 50-х годах военные США озаботились получением перевозчика для своей базы в Антарктиде. Фирма Le Tourneau, выполнявшая заказ, поначалу построила огромный двухосник со сдвоенными колесами по 3,5 метра. А уже на его базе снежный поезд Snow Train LCC-1. Колеса головного модуля и всех 3 прицепов имели встроенные электромоторы, которые питал 600-сильный дизель-генератор Cummins. Говорят, что эта гусеница грузоподъемностью 45 тонн до 60-х работала в Гренландии, а вот ее продолжению в этом отношении не повезло. Хотя по части техники грунтовый автопоезд Le Tourneau TC497 Overland Train Mark II превосходил своего зимнего предшественника. Достаточно сказать, что высота по верху рубки равнялась 9 метрам. Силовая установка, помимо тех же мотор-колес и генераторов, представляла собой 4 газовых турбины с общей отдачей в 5000 лошадиных сил. Прицепов было уже не 3, а 12. Грузоподъемность возросла до 150 тонн. Причем все тележки имели электронную систему управления. По сигналам из кабины они могли маневрировать, объезжая препятствия. Зачем же понадобился этот 200-метровый, 450-тонный гигант с запасом хода в 600 километров для экипажа, имевший на борту туалет, кухню и комнату отдыха? В самом начале Холодной войны в США переживали по поводу того, что ядерные удары уничтожат дорожную инфраструктуру. Не останется ни железных, ни асфальтовых дорог. И вот тогда, в этом апокалипсисе, на сцену выйдут армады Overland Train, способные проехать почти везде. Пожалуй, рекорды Австралии нам понятны. А чем же могут похвастаться другие страны? Китай, например, известен строительством огромных автокранов. В 2015 году китайцы пододвинули признанных лидеров этого сегмента – T-Rex и Liebherr. Если те выпускают автокраны, способные поднимать на коротком вылете стрелы до 1200 тонн, то Zoomlion ZAC B01 уже 2000 тонн, что делает его самым грузоподъемным в мире. Свой тяжеловес есть и среди пожарных автомобилей. Для справки, самые крупные из них – аэродромные пожарные. Специфика работы требует большого объема смеси для тушения и, соответственно, габаритов шасси. Однако Rosenbauer Buffalo Extreme выделяется даже на их фоне. На шасси Powell Heavy Mover с мерседесовским 570-сильным V8 смонтирована кабина MB и бак объемом 33 тысячи литра. Полная масса буйвола – 68 тонн. Закончим эту подборку, пожалуй, самым необычным из самых больших. И, наверное, самым бесполезным с практической точки зрения. Захотел, понимаешь, один из шейхов ОАЭ любимый автомобиль величиной с загородный особняк. Получите Dodge Power Wagon размером в 8 раз больше исходника и массой в 50 тонн. Внутри гостиная, ванная, 4 спальни и балкон в виде откидывающегося сервоприводом заднего борта. Водитель скромно ютится под днищем автомобиля. Мощностные показатели выдающимися не назовешь. То ли от дизеля Dodge, то ли от какого иного агрегата этот носитель арабских амбиций получает лишь 300 сил. Кондёры во всех помещениях здесь важнее. В общем и целом, это, конечно, просто необычный дом, а не грузовик. Вернемся к сопернику знаменитого на весь мир БелАЗа. Относительно недавно словенская компания ETF Mining сообщила, что с конвейера вышел новый 5-осевой гигант.
Вот только длина машины – относительное для Yeti-F понятие, поскольку особое преимущество модели – инновационная модульная схема сборки, которая позволяет укомплектовать автомобиль дополнительными мотор-колесами, погрузчиками, аккумуляторами или же снимать все лишнее. Техника напоминает громадный конструктор Лего. Кабины отстегиваются, превращая исполинскую машину в самоходный прицеп. Так, в минимальном варианте с 4 колесами самосвал достигает 12,5 метров, в максимальном с 10 парами гигантских колес 29 метров. Все колеса огромного самосвала ведущие и подключенные к рулевому управлению. Проходимость Yeti-F MT-240 просто поражает. Машина способна развернуться на месте, независимо от участка дороги и качества карьерной зоны. Что касается грузоподъемности, здесь нас ожидает новый рекорд. Словенское детище готово работать с массами до 760 тонн. Это почти в 1,5 раза больше, чем у знаменитого БелАЗа. В MT-240 будут установлены моторы мощностью 2500 лошадиных сил. У БелАЗа 2 дизеля 2330 лошадиных сил. Однако автономные оси словенского производителя в сочетании с гидропневматическим приводом напрочь избавляют его от раскачивания как во время езды, так и при разгрузке. А на этом все. Спасибо за просмотр и всем пока!